Дисклеймер. Несмотря на то, что данная тема соприкасается с последними новостями, любые провокационные комментарии или даже оскорбительные будут баниться и удаляться от временной меры вплоть до перманента. Всем мира! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик Пес, и ни для кого не секрет, что в последнее время различные корпорации, студии начинают покидать российский рынок. И среди покинувших компаний затесались и Electronic Arts, которые прекратили поставку своих игр в Россию, а также удалили сборную России на пару с российскими клубами из FIFA 22. И после этого встает соответствующий вопрос касательно Konami и их eFootball. Стоит ли ожидать их ухода с российского рынка и когда это может произойти? И в рамках данного ролика предлагаю это обсудить поподробнее. Но перед тем, как мы приступим, я напоминаю, что именно ваша активность — это залог продвижения данного канала, поэтому не забывайте поддерживать видео своими лайками, ну а в комментариях делитесь своим мнением по услышанному. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы начинаем. Очевидно, ну и хотелось бы верить, что все это временная мера. Однако в данный момент понятие временное достаточно растяжимое. Это может растянуться и на день, и на два, и на неделю, и на две, и даже на месяц, а может быть и на полгода. Поэтому говорить о временной мере приходится с расчетом на то, что эта самая временная мера может продлиться намного дольше, чем мы того ожидаем. И возвращаясь таки к Electronic Arts и их FIFA, то здесь такая же ситуация, как и с Мейсоном Гринвудом. Я полагаю, что российские клубы и сборную России удалили из игры вплоть до того момента, как вся ситуация не решится. А как скоро решится эта самая ситуация, здесь говорить не приходится, поскольку здесь играет множество факторов. Но в лишний раз не будем об этом. И что самое примечательное, среди всех тех компаний, которые покидают российский рынок, не так уж и много азиатских. Возможно, присутствует пара-тройка, которые мне на глаз не попались или о которых я не в курсе, но стоит признать, что их не так уж и много. А поэтому можно рассчитывать, что Konami также не будут торопиться покидать российский рынок. Да и не сказать, что они прям здесь плотно обосновались, то есть у нас здесь нет никаких японских подстудий, а поэтому можно сказать, что российский рынок не самый основной для Konami. И поэтому им до него банально нет дела. Да и в принципе, опять-таки вернувшись к этой теме, азиатская страна не сказать, что прям сильно выступает против нас. А поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время Konami и их eFootball не пропадут из Steam. А вот что касаемо уже самого Steam, то здесь разговор уже другой. Конечно, все это банальные слухи, но так или иначе они также присутствуют, а в частности о том, что Steam также может пропасть из нашей страны, однако они пока что ничем не подкреплены, и поводов для беспокойства я не вижу. И поэтому, несмотря на все происходящее, я считаю, что eFootball никуда не пропадет с нашего рынка. Ну а как считаете вы, дорогие друзья, стоит ли в ближайшее время ожидать, что Konami вместе с их продуктами покинут российский рынок? Обязательно отпишите в комментариях под этим роликом. Ну и не забывайте поддерживать лайками это видео, поскольку я напомню, что ваша активность — это залог успеха для этого канала. Ну а если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня же на сегодня все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи и мира над вашей головой. До скорых встреч!